Добрый день, вы находитесь на канале Татьяна Мин, Astrology и Тарот. И это Таро-прогноз, предсказания, гадания для знака зодиака Козерог на ноябрь 2022 года. Вы можете смотреть этот расклад, если у вас Солнце, Луна, стелиум планет, либо асцендент в знаке зодиака Козерог. Итак, я беру 6 карт, потому что это соответствует 6 осям зодиакального астрологического круга и рассматривает все стороны жизни человека. Итак, что ждет Козерогов в ноябре? Первая карта. Королева жезлов. Но на ваши отношения будет влиять какая-то женщина. Либо вы сами эта женщина, и многое будет в ваших руках. Вы будете действовать эмоционально, вы будете стараться перетягивать одеяло на себя в отношениях, как в партнерских, так и в личной жизни. Но если вы мужчина, то здесь ваша женщина захочет вам как бы и поддержку оказать в то же время, но в то же время это может быть какое-то сопротивление между вами. Ну, в связи с тем, что ваша женщина сильная, активная, она будет не столько силу, сколько активность проявлять в каких-то вопросах, может быть, в вопросах отношений, может быть, будет требовать что-то от вас. Но как это будет все разворачиваться, мы сейчас посмотрим еще дальше, да, открывая другие карты. Восьмерка мечей. Здесь, возможно, у вас есть какие-то расходы, которые вы все еще не можете закрыть, какие-то долги, может быть, да, либо у вас есть люди, за которых вы платите, и это тянется, возможно, уже какое-то время, долгое время, и вот все еще у вас уходят на это деньги. Возможно, вас это напрягает, да, по каким-то... Это не обязательно, кстати, какие-то долги, это другие, это расходы, которые вы сами отдаете за что-то, может быть, я даже не знаю, что это может быть. Ну, платите за что-то, либо делаете какие-то подарки, какие-то другого рода спонсорства, да, здесь у вас. И это, возможно, вас уже особенно будет напрягать в ноябре, но сможете ли вы окончательно от этого избавиться, я не вижу. Может быть, у вас будут только предпосылки к тому, чтобы сократить какие-то расходы на что-то, что вам уже не нужно, да, за что платить, а вы все еще платите. Это может быть связано с чем угодно, особенно, конечно, с партнерскими отношениями. Так, интересно. Еще одна королева, это уже королева Пентаклей выходит здесь. И здесь не исключено, что у вас будет много какой-то документации, связанной с финансовыми вопросами. Может быть, вы будете решать какие-то вопросы с вашим бухгалтером, налоговым инспектором, риэлтором, да, и вот все, что связано с такими вопросами. А может быть, эта женщина как-то связана с вашей семьей, сестра, мать, жена в том числе тоже, да, с которой тоже у вас будут какие-то документальные, финансовые вопросы и даже поездки, переписка, вообще какое-то повышенное общение. Но так как это королева Пентаклей, да, здесь, скорее всего, вы будете делить либо имущество, либо деньги. Не обязательно делить, это может быть как-то приобретать, даже вам поможет эта королева приобрести какие-то дополнительные средства в ваш бюджет. Тройка Пентаклей в секторе недвижимости, да, может говорить о том, что вы выбираете либо какой-то уровень в вашей работе, да, например, вы, может быть, ищете работу, у вас появилась возможность как-то выйти на новую должность, либо еще одну работу, еще один бизнес какой-то там вести, какие-то дополнительные дела. И так как здесь у нас уже пентакли выходили, возможно, вот, как я и сказала, это будет какая-то новая бухгалтерия, какие-то новые расходы, подготовка документов для того, чтобы вести еще один бизнес, еще одну работу, может быть, должность дополнительную вы возьмете на себя по совместительству, как-то будете работать. А по поводу бизнеса еще мы можем вот эту карту посмотреть. Здесь у нас рыцарь мечей, и это говорит о том, что вы можете торопиться в бизнесе, что вам нужно будет скорее решить какие-то вопросы, опять же, связанные с документами или с какой-то поездкой. Может быть, для того, чтобы ваши дела продвинулись, вам надо совершить какую-то поездку. И здесь у нас паж кубков, да, либо, ну да, в этой колоде паж кубков, и здесь у вас есть какие-то личные мотивы еще помимо этого всего. Но, в принципе, все карты неплохие, да. Если так подытожить, то можно сделать вывод, что
В работе вы волнуетесь, конечно, да, вообще в финансовой вашей сфере жизни вы волнуетесь, может быть, вы думаете, стоит ли вам вкладывать деньги, может быть, у вас денег пришлось вложить больше, чем вы рассчитывали, да, здесь, потому что у нас вот эти мечевые карты, и они как раз говорят финансы и бизнес, то есть есть какие-то траты, которые вы не ожидали, связанные с вашим бизнесом, работой, хобби, с вашими детьми в том числе. Может быть, вы все еще платите за ваших детей, может быть, у кого-то это алименты, либо дети потребуют именно в ноябре каких-то дополнительных расходов в связи либо с поездками, либо с образованием. А если это вообще не связано с детьми и с работой, здесь могут быть расходы на какие-то романтических партнеров, причем неожиданные, скорее всего. Да, я думаю, что какие-то неожиданные могут быть расходы у вас. Что еще хочу сказать? Вот по этой карте, кстати, еще по этим двум картам может быть такое, что если у вас был какой-то любовный партнер, интимные отношения, с которым были, здесь могут быть какие-то ссоры, разногласия. Может быть, вы откажетесь спонсировать этого партнера, либо откажетесь от какой-то с ним поездки, может быть, отдыха, ну что-то у вас здесь пойдет, не все будет удаваться. И также здесь мы еще видели вот эту королеву, да, жезлов, это тоже такая яркая, огненная, страстная женщина, которая тоже может заниматься бизнесом, ну, вообще активно себя в жизни позиционировать. И тоже как-то она может здесь повлиять на вот эту вот вашу активность. Так как здесь у нас выходит паж кубков, это говорит о том, что возможны тайные отношения с партнером, который моложе вас по возрасту. Возможно, даже у этого партнера есть дети, но не обязательно, не у всех так. Но либо это не то чтобы прямо такие конкретные отношения, а какие-то знаки внимания, которые вы можете проявлять какой-то еще дополнительной женщине, какая-то женщина войдет в вашу жизнь. Но у некоторых козерогов это и знакомство даже очень может быть какое-то тоже. Может быть, отношения начнутся несколько тайно, вы не захотите о них сразу распространяться. У кого-то это могут быть даже отношения в работе, то есть, допустим, вы по работе там имеете какие-то дела финансовые, среди них вы можете встретить какую-то женщину, это тоже очень может быть, потому что, я почему говорю, потому что здесь выходят все-таки две королевы, поэтому если для вас это актуально, то возможно знакомство, да. А если вы женщина, то, скорее всего, у вас могут быть какие-то тайные флирты, либо даже тайные такие встречи с мужчиной, который моложе вас. Это очень даже возможно у козерогов. Да. Но давайте еще посмотрим, что скажет колода Moonology. Может быть, нам даст дополнительный совет какой-то и вообще, что будет в ноябре. Это новая луна, затмение. Интересно, потому что в ноябре у нас как раз проходит затмение на оси Телец-Скорпион. И для козерогов это как раз-таки ось бизнеса, творчества, детей. Я, кстати, могу еще предположить, что вот этот паж кубков может означать для кого-то беременность, либо, рождение, наверное, вряд ли, но, скорее всего, эта беременность, да, может означать либо какие-то мысли о ребенке, для кого-то манипуляция ребенком тоже может быть. И вот эта новая луна, затмение, говорит о том, что какой-то новый цикл в вашей жизни может быть очень актуален. Давайте возьмем еще, наверное, карту, чтобы понять, что здесь имеется в виду. Полная луна. Да, видите, опять знак зодиака выходит Овен. Полная луна в Овне, а Овен — это обычно начало, это что-то новое, но то, что мы уже, наверное, даже знаем, что это будет, скорее всего, просто вот новый импульс какой-то, смелость какая-то появится, чтобы вы в жизнь водворили какие-то ваши мечты и желания. Я не удивлюсь, что это будет связано с какими-то личными отношениями. Даже если вы сами вот эта женщина, да, вы как-то козероги можете проявлять себя очень по королеве жезлов, то есть у вас может появиться смелость в отношениях, перейти, может быть, на какой-то новый уровень, может быть, заняться бизнесом, может быть, в работе как-то продвинуть себя, там, использовать какие-то свои связи, да, по королеве Пентакли это тоже может очень быть, что какая-то женщина поможет вам. И вот это как раз новое начало, оно может означать ваши новые дела не только в личной жизни, но и на работе.
И причем это все может сделаться несколько тайно, да, по пажу. То есть вы можете из-за своих каких-то тайных симпатий, такого приятного, правильного, манипулятивного, даже несколько общения с нужным человеком, вы можете продвинуться. Но здесь тогда вам женщина, возможно, поможет, либо как-то она будет зависеть, ваши дела будут зависеть от нее. Ну, а вообще также не исключено и даже какой-то переезд, либо улучшение, может быть, ваших гаджетов, средств связи, потому что королева Пентакли, да, эта карта очень замечательная, хорошая, и вы, возможно, приобретете здесь какие-то новый автомобиль, компьютер, какие-то получите такие документы, которые визы, да, другие документы, которые с поездками связаны, водительское удостоверение и так далее. Это тоже все очень благоприятно. И также у вас будут деньги на обучение, что тоже важно, финансовая какая-то грамотность и так далее. Поэтому, в принципе, интересный расклад э, выходит на ноябрь для вас, козероги. И возьмите все самое лучшее отсюда. Вы даже можете написать в комментариях, что все самое лучшее, услышанное здесь, я принимаю для себя. Я желаю вам прекрасного месяца, ноября, чтобы все новые дела, да, по солнечному затмению, вообще время непростое, конечно, но чтобы все вот эти новые приключения в вашей жизни, они были только в лучшую сторону. Так что до встречи на моих новых видео. Всем пока.